Опа, ребят, смотрите, какая. Я уже как приехал, 3 часа туда-сюда ношусь, что-то делаю. Ой, я уже мокрый, ребят. Вот так вот. Пусть горит как раз. Пока прогорит. Классно, реально. Сидишь, еще и рыбка поклевывает, вообще просто атмосфера бомба. Так, ребятки, всех приветствую. Вы на канале, так сказать, про рыбалку. Ну что, сегодня та самая долгожданная рыбалка, которую я ждал полгода. То есть сегодня открываем сезон рыбалок с ночевкой. У нас сегодня первый такой теплый день, на улице плюс 17. И так как выходной, не теряем времени зря. Зарядился, полная машина, ребят. Спать планирую в машине. То есть, ну, посмотрим по рыбалке, как там дело пойдет. Если будет активно клевать, то буду сидеть всю ночь. Ну, а если не будет, то, конечно, буду спать. Поэтому, ребят, сейчас не теряем времени. Быстренько беру удочки, беру все самое необходимое, иду на место, занимаю место, там раскладываюсь и по ходу, ребят, все буду показывать. Как оборудую место, как машину, то есть буду спать в машине, покажу, как я все это делаю. Поэтому, ребят, не переключайтесь, всем приятного просмотра. Подпишитесь на канал, поддержите. Ваша поддержка, ребят, моя мотивация. Погнали. Так, ребят, машина забита под самый верх, как видите. Стол, вещи, тут одеяло, спальник, то есть все, что касается там готовки. Взял мясо, взял курицу, возможно, рыбы пожарим. Короче, ребят, не переключайтесь. Погнали. Так, ребят, ну вот, собственно, наше место. Здесь мы будем рыбачить. Это только первая партия вещей. Сейчас идем за второй. Так, ребят, ну что, вот так я расположился, такой немного беспорядок, уже сварил кашу. Вот, сейчас замешаю прикормку для фидера и будем пробовать, ребят. Донки, ребят, на леща стоят, поэтому тут такие пучки червя серьезные. Ну, такой, ребят, пучочек один и сверху вот такой пучочек 2. Лещ любит покушать. Поэтому не стесняемся с червячком. Сделаю сейчас такую прикормку, более лещевую. Так, я тут уже, ребят, опа, сейчас пойдем туда вниз. Так, есть у меня 2 пакета прикормки. Опарыш. У меня есть такая, ребят, прикормка. Отлично. Так, ребят, прикормка. Кто-то на доночке поклевывает. Прикормка. Сюда я насыпал, ребят. Здесь у нас трактор фидер и темная флагман. Вот такая вот. Сейчас сюда, ребят, хочу добавить пласточины. Опа, ребят, смотрите, какая. Лещ. Лещ. Не, ясь, ребят. Крупный ясь. Опа. Опа. Вот такой вот красавчик. Вот такой вот, ребятки, бахнул ясь. Хороший. Наверное, больше килограмма. Пойдет.
Сейчас идет первое увлажнение. Так, чуть-чуть поднасыпем. Опа. Все, пусть питает, не питается. Так, ребят, поставлю сейчас маркер. Покидаю маркер. Найду какую-то точечку интересную. Оп. Атмосфера, ребята, конечно, кайфовая. Я давно ждал эту рыбалку. Так, сейчас найдем бровку просто. Оп, вот она бровка, ребят. И от нее мы сейчас отступим. Сколько нам нужно, если удочка у нас будет стоять так? Метра 2 от бровки отступим. 3 метра от бровки, это где-то 3 оборота катушки получается. Раз, два, три, 4, 5. 5, ребят, оборотов. Клипсуюсь. Попробуем. Опа, сейчас. Проверим еще раз. Опа. Блин, наверное, надо в машине спрей взять. Оп. Начинается бровка, да, ребят, отлично. Как раз за бровкой заклипсовался. Все. Зацепов нет. Сейчас снимаем грузик. Надеваем кормушечку, ребят, и кормимся. Еще на вечерочек посидим. Потом, может, на фидер тоже поставим, может, оснастку как донку. И будем пробовать. Так, ребят, сколько грамм? 70, может. Давайте попробуем. Такую 70, чтобы всплывало. Попробую, не будет его сносить. Потому что там вроде как... Смотрим. Не сносит, ребят, 70 грамм. Отлично. Отлично. Сейчас, значит, кормимся и погнали. Сейчас посчитаем обороты. Так, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. «33 оборота, ребят. 33 четко. То есть под самый кончик фидера. Так. Бросать буду ориентир вот на то дерево. Так, 33 оборота надо себе где-то пометить. То я забуду, наверное, потом. Так. Сейчас подождем, чуть прикормка напитается еще. Опа. И приступим. Опа, хорошо. Давай, это сейчас лодка пролетит. Ой, так. Кто-то вроде небольшой сидит. Или не сидит кто-то. О, кто это такой? Ёрш, ребят. Ерша отпустим. Царская рыба. Говорят, с него уха очень вкусная. Мы это не будем проверять. Так, ладно, одеваем червя и забрасываем. Так, ребят, прикормили точку. Сейчас вяжем поводочек. Поставил такой пинхук. 10 номер. Плотва вроде как на донку клюет довольно-таки крупная. Но будем пробовать. Хочется просто порыбачить, успеть чуть-чуть. А потом пойдем готовить
костер. Все эти вещи. Так. Раз. Два. Так. Опа. Так, петелечку где-то тут внизу. Так, поставим фидергамчик обязательно. Фидергам такой, ребята, эластик фидер Рикс 8 сантиметров. Такой вот он. Иди на донке. И на донке затихло, ребят. Так. Блин, наверное, надо в машину сходить взять средства это от комаров. Что начинают грызть так. Так. Что, забиваем, ребят? Так, начну с 3 опарышей. Сильно кричать не будем, потому что там справа от меня куча людей сидит. Мне так эти колокольчики звенят. Немного места палят. Все, первый заброс. Ждем. Это есть, ребят. О, плотвина какая. Опа. Смотри. Смотрите, ребят, как ее. Опа, 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 опа. Блин, там на донку клюет. Блин, я как раз жую, ребят, сухарь. Это есть. Блин. Там и рыба есть. О. Кто там? Покажись. О. Тихо, тихо, тихо. Ого, какая плотва, ребят. Опа. Они-то тоже есть. Опа. Они боясь, ребят. Блин, ну так ловите на донки и на фидер, конечно, если честно, устаешь, потому что бегаешь туда-сюда. Я уже как приехал, блин, 3 часа туда-сюда ношусь, что-то делаю. И после такой рыбалки реально отдыхать надо. Я сразу кину на фидер проходит. Поклевки и тишина. Смотри. Это у нас, ребят, елец. Так, ребятки, что-то клюет. Такая поклевка интересная.
Подерг, потом такие загибы, раз. О, кто-то есть. Блин, Зай, подожди. Ты в туалет хочешь? А, Зай, подожди. Опа. Что такое? Что такое? Что ты делаешь? Ай. А, ушла рыба, блин. Да рыба ушла. А, да хорошо, сейчас мы в магазине. Давай, Зай, давай. Так, ребятки, пока уже темнеет. Потихоньку. Блин, только что такая поклевка хорошая была. Будто бы лещева. Ну такая мачете. Мне мой знакомый оставил. Так, я хочу сейчас здесь расчистить место. Ну вот здесь сделать такое костер, то есть здесь, чтобы жечь, чтобы рядом не мерзнуть. Опа. Хочу немного так в земле. Оп. Ну, где-то здесь, да. Короче, вариант, ребят, если сейчас не удастся выкопать ямку, придется поискать какие-то кирпичи, походить. Опа, ребят. Тут что-то клюет прям. Фу. Очень хорошо. И колокольчик не звонит. Фух, надо поискать, блядь, кирпичи. Вот один есть. Подсолнечное масло, ребят. Сейчас мы сделаем, хочу сделать такую, как бы, подушку немного. Оп. Ну, чтобы не на сырую землю это все делать. Бумажку. Оп. И маслечком вот так это все дело польем. Пусть оно пропитается. Обычное подсолнечное масло. Вот. Так. Наломаем сейчас веточек сухих. Опа. Желательно, которые где-то на деревьях висят. Они на земле лежат. Хоп. Так. Пойдет. Так, надо что-то, ребят, покрупнее. Тут есть вот такая вот. Фу, так.
бы его порубить на кусочки. Так, раз. Фу, так, ребят, порубил такое вот деревцо. Сейчас его поломаю. Целиком заберем. Фу. Фу, я уже мокрый, ребят. Вот так вот. Дровишки есть, мангальчик заложили. Так, ребят, я думаю, костер можно уже зажигать, потому что время тоже пойдет на это дело. Фу. У меня, правда, нет зажигалки. Так, далеко убирать не будем, мало ли. Так, ребят, надо сейчас организовать себе фонарь на лоб и перезабросить наши удочки. Так, ребят, перезабросим сейчас. Уже темно, ребят, повесим колокольчик, потому что без колокольчика ничего не видно. Так, здесь надо поводочек перевязать. Так, надо подкинуть, ребят. Подкинуть огонька чуть-чуть. Пусть горит как раз. Пока прогорит. Угли будут заодно. Так. Так, ребят. Сейчас перевяжем крючок. Что там оборвалось. И продолжим. Так, ребят, на фидер сейчас, наверное, тоже привяжу снасть как на донку и закину на червячка. Потому что фидер стоит, что-то никаких поклевок. Поначалу вроде плотва брала, сейчас ночью плотва не будет, как бы. Поставлю червя. Мне, конечно, рекомендовали сделать оснастку как бы на налима, попробовать на ночь. Так, ребят, сейчас я это откушу. Так. Попробовать на ночь на налима, но я как бы сидеть всю ночь, ребят, не буду. Сейчас я пока это все перевяжу дело. Потом придется... Блин. Потом с утра придется опять перевязывать. Я планировал посидеть чуть-чуть. Ну, сейчас сколько у нас? 8. Ну, до 11 посидеть. И пойти в машину хоть поспать немножко. Потому что мне все-таки завтра на работу. И с утра порыбачу. Пару часиков. И мне еще на работу ехать. Поэтому сейчас, ребят, поставлю сюда снасть. Донку. Тоже. Вот. Так, где у нас этот?
Опа. Так, ребят, закинул. Поставил такой светлячок на него. И тут, ребят, две донки. Но пока тишина. Опа. Я только сказал. Только сказал, что тишина. Что-то поклевывает. Опа. Что-то есть. Кто-то есть, ребят. Ну, плотва, ля какая плотва. Опа. Смотрите, ребят. Ночная плотва какая. Оп, сейчас. Оп, тихо. Какой бутончик. Плотва такая грамм 300, наверное. Класс. Хорошо, ребят, продолжаем. Так, сейчас, наверное, переставлю столик и потихоньку буду что-то начинать готовить. Может, какой-то салатик порежу, овощи. То есть хочется, капец. Целый день голодный. Так, у меня, ребят, есть вот помидорчики. Так, есть огурчик. Есть лучок. Сейчас мы это все дело сюда бросим. Помоем. Так, давай сюда поставим. Салатик делать не буду, просто порежу. Так, раз, два, три. Так, есть такое дело. Так, взял я картофель такой. Хоп. Немного себе. Сейчас также раз. Небольшую два. Так, водичкой польем. Маслица чуть-чуть. Есть у меня, ребят, всякие тут специи.
Так, что у нас тут? Чесночок. А высыпем весело. Паприка копченая. Раз. Ну и тут курица. Так, все, нам больше ничего не надо. Паприки чуть насыпем. Так. И чуть-чуть соли, ребят. И свежемолотого, куда же без него. Хлоп. Так, это все дело мы сейчас так вот перемешиваем. Так, ребят, угли прогорели. Давайте положим наше мясо. Опа, так. Сюда положим свининку. Рядышком курочку. Так, ребята, и картоху прямо вот так вот мы рядом покидаем. Не знаю, приготовится, не приготовится. Так. Опа. Вот такая, ребят, красота у нас получилась. Так, жар есть. Не сильный, конечно, но присутствует. Так. Какие-то поклевочки. Где-то что-то звенело. Ладно, подождем. Так, что у нас тут наше мяско? Опа. О, хорошо. Пусть дымится потихоньку. Жар хороший. Так, ребята, опять поклевка на правую крайнюю. Так, надо тут мясо доставать. Оно загорит. Тигрень, Феня. Бля. Поклевка. Фу, ребята, камеру не успел включить. Ночная, ребят, плотва вот такая. Не дает покушать даже. Так, ребятки, сейчас подпеваю червячка, забрасываю и пойду кушать. Видите, на верхнем вообще не берет. Ну что, ребятки, всем приятного аппетита. Вы тоже там потрясите холодильнички. Блин, рыбалка классная, я так кайфую. Просто один сижу в лесу, тут, блин, мне тут мой товарищ говорит, тебе, говорит, не стрёмно одному. Я говорю, там мне по барабану, говорю, кого мне бояться. У меня такой мачете есть, вот второй, поэтому я никого не боюсь. Классно, реально, сидишь, еще и рыбка поклевывает, вообще просто атмосфера бомба. Мяско, посмотрите, блин. Посмотрите на эту красоту. Ай-яй-яй-яй, как вкусно. Так, ребятки, ну что, будем кушать. Вам тоже приятного аппетита. Покушаем и продолжим. Погнали. Хлоп. Есть хочу просто капец. Картошка хоть приготовилась или сырая? У меня готова, ребят. У меня есть вилки, ну я так, по-мужски. Руками, ребят. Зачем мне эти вилки?
Я прям сюда вот такой по горчичке налью. Как же вкусненько. Так, ребятки, буду кушать. И еще по рыбачек посидим. Так, ребят, ну что, поужинал. Я вот сижу уже где-то около часа. Особо, я же говорю, так поклёвы такое себе. Там где-то 5 поклевок было, из них 2 только реализованных. То есть 1 плотва и 1 елец. Я же говорю, даже не включался, показываю, так в темноте подсек, там быстренько вытянул. И 3 схода об бровку, то есть цепляется, и, блин, рыба сходит. Одна была даже такая, что такое было, как бы бойкая, но, я же говорю, ничего. Ну, сейчас опять вроде как что-то поклевывает. Поэтому, ребят, сейчас уже время, сколько время? Время 10:30. Сейчас сижу буквально минут, наверное, 10-15. Вещи соберу такое, что самое ценное, чтобы, ну, мало ли, не дай бог, не украли. То есть удочки вытяну, оставлю здесь на берегу. Тут такое место, в принципе, я тут вот 200 метров в машине буду спать, поэтому не думаю. Как бы с рассветом проснусь, приду сюда и продолжу рыбалку. Поэтому сейчас пойдем в машину и покажу, как я там все оборудую, свое спальное место. И будем отдыхать. Поэтому, ребят, погнали дальше. Так, ребят, ну что, сложил я удочки, подмотал их под самый берег. Вот, все лишнее забрал. Оставил сетку, только пусть остывает. В принципе, стол, кресло. То, что завтра мне. А вот это все сейчас заберу. Продукты там. Все, что касается съемки. Самое-самое ценное. То есть заберу с собой в машину. И буду отдыхать. То есть, а завтра уже вернемся сюда. Так, ребятки, ну что, как-то так. Вот такое у нас спальное место. Вот это плюс универсала. Двухспальная кровать получилась. Я положил одеяло толстое, 2 спальника. И еще у меня вот одно одеяло есть. Укрыться, то есть подушка. Все как положено. Сейчас отъеду, правда, стану туда, чтобы завтра меня тут никто не тревожил, поэтому вот так вот, ребят. Оп. Спокойной ночи всем. Пока-пока. Так, ребят, ну что, короче, я умостился тут. Нормально, я вам скажу, в принципе нормально. Мне кажется, в палатке было бы в 100 раз хуже, потому что, ну, именно вот в данный момент. Тут тепло, уютно, ни ветра, тишина, блин. Ну, я скажу, реально, в машине тепло. На улице сейчас где-то, может, плюс 8, вот так вот. А в машине реально, ну, тепло. Я прям в спальнике, и вот сверху одеяло. Вообще прям комфортно. Поэтому, ребят, ложусь, пока тепло, чтобы не остывать. Ложусь спать, а утром расскажу, как оно спалось. Поэтому всем пока, до завтра.